Есть, друзья. Угу. Сошел. Это, наверное, ребята, был амур. Опа. Есть. Есть карпуша. Ого. Практически доплыл в то место, где буду сегодня рыбачить. Друзья, всем привет! Сразу разложу снасти. Да тут стану. Сегодня будем ловить с вами карпа в корягах. Доплыл до того места, где на водоеме много упавших в воду деревьев. Взял с собой также прикормку, закормлюсь. Прикормка у меня вареная кукуруза, покажу попозже. Взял с собой удочку для ловли карпа на боковой кивок. Закормим несколько точек под корягами и попробуем его поймать именно в корягах. В кувшинках ловили, по чистому ловили по ройкам. Теперь попробуем в корягах. Ну, если будут ройки недалеко от этих мест, то буду пробовать ловить его и по ройкам. Удочка у меня Cold Dragon, катушка курковая, шнур 0,41, кивок у меня лавсановый, мормышка фирмы Hayabusa, вольфрамовая, первый номер. Из наживки, так как буду прикармливаться, закармливать места кукурузой, ловить тоже буду на кукурузу. Вот такая кукуруза, рабочая вещь с запахом меда. Есть также и обычная, натуральная. Так, сейчас две кукурузки. О, вот такая красотень. Быстренько закармливаемся и приступаем к рыбалке. Подплываю к тому месту, где собираюсь закармливаться, но увидел ройку рядом с этим местом. Попробую сейчас поймать его с ройки, карпа. Если не получится, тогда закормлюсь. Вот она, ройка. Сейчас попробуем опустить. Ройка какая-то интересная. Вроде как и не карповая. Может, карась. Но то, что рыба крупная, это точно. Есть, друзья.
Сошел. Это, наверное, ребята, был амур. Только приплыл. Ничего себе. Он так стартанул. Я ничего сделать не мог. Капец. Ну все, распугал тут всю рыбу. Значит, сейчас закормимся. И потом проплыву еще дальше под другими корягами, закормлюсь. Ну вот такая прикормка. Кукуруза. Кое-где попадается еще и горох. Под эту коряшку я и набросаю прикормки. Это, конечно, расстройство в самом начале рыбалки. Но, наверное, плохо засекся. А может даже и зацепился, забагрился. Почему-то я так думаю. Потому что кивок медленно пошел вниз. Часто при таких поклевках рыба забагривается, когда кивок идет медленно вниз, постепенно. Но бывает, что и не забагривается. Так, пойдем к следующему месту. Видите, тут все берега полностью закоряженные. Вот здесь с левой стороны особенно. С правой камыш. Но камыш настолько густой, что там не получится порыбачить. Да и глубина там небольшая совсем. Сантиметров может 30-40. А вот тут под этими завалами и карп, и амур часто встречаются. Тут под этим кленом увидел несколько пузырей. Попробую опустить. Глубина небольшая. Примерно около 1 метра. Ну что, наверное, тут тоже закормлю место это. Вот так. Отлично. В таких местах закоряженных лучшая снасть для ловли — это боковой кивок. Так, и еще одну точку я закормлю, и хватит. Здесь водоем только начинается, потому он здесь такой узкий, все заросшее, закоряженное. А туда дальше у меня за спиной, там идет водоем, он уже широкий, но там больше кувшинка и камыш. А я хочу порыбачить именно в корягах сегодня, поискать его. Так как днем жарко, и он часто заходит в такие места, под нависшие деревья, в коряги. В такой период времени он часто встречается именно вот в таких местах, где есть тень, укрытие от солнца. Ну, вы сами видели прекрасно. Не успел я выплыть, опустил наживку, и сразу поклевка в 1 метре от корча. И вот какое место шикарное. Вот такое шикарное место. Вот так прямо и забросим прикормку.
точки закормил. Теперь можно пока поплавать, поискать рыбку по ройкам. Здесь, может, выплыву на сам водоем, поплаваю с полчасика, а затем снова сюда подплыву, посмотрю, подошла рыбка или нет. Туман понемножку исчезает. Ночью прошел дождик хороший с грозой. И я думаю, рыбка сегодня должна быть активная, должна клевать. Проплылся тут рядом, возле, недалеко от своих точек, где я закормился, возле корях, по чистому. Роек нигде нету, а есть ройка опять такая же, как у меня вот это была поклевка, исход. Он роется опять. Сейчас попробуем снова опустить туда наживку. Вот там я закормился. А ройка вот как раз там, где тень солнца падает. Попробуем туда опустить. То что он такой. Интересно. Глубина где-то 1,5 метра. Пока никто не клюет. Может, это мелочь какая-то роется. Но полоса широкая. И пузырьки мелкие, мелкие такие появляются. На карпа не похоже. Но никто пока не клюет. Ох, какая ройка под корягой. А ну-ка. Роется, но не клюет. Глубина небольшая, где-то 1 метр глубина. Может даже чуть меньше. Ух ты! Ух ты! Ух, сломал удочку. Ёлки-палки. Ой-ой-ой-ой-ой. Сломал удочку карп. Ой-ой-ой-ой. Пошел, пошел, пошел. Вот это да, рыбалка началась. Куда ж ты потянул? О. Да вроде небольшой. За дерево затянуло кончиком, зацепил ветку и все. И сломал кончик. Вот это да, таскает меня. Да подожди ты. Ой. Такой, я не сказал бы, и большой сильно. Не сказал бы, что он и сильно большой.
кончик поломался опять там в самом конце. Ух ты. Так, давай сюда. Давай сюда, дорогой. Опа, есть. Фух, поймал. Посмотрим. Да, не сильно большой, я вам скажу. О. Сейчас посмотрим, что он там у меня наделал с удочкой. Да, вот тут в самом он конце сломал. О, так кончик целый. Клюнул на кукурузу. А ну-ка, подожди. Сейчас покажу вам его. Во. А сколько он тут? Килограмма 4. Килограмма 4. А удочку сломал. Да, вот это начало у меня рыбалки. Одна рыба сошла хорошая, вторая удочку сломала. Удочку сломала по моей вине. Карп зашел к коряге и кончиком удочки ударил а вот эти вот упавшие в воду ветки. И кончик сразу сломался, лопнул. Я всегда беру с собой на рыбалку запасные вершинки, либо второе удилище. У меня есть и то, и то. Но так как еще раннее утро, я решил быстренько поменять вершинку. Там дело 15 минут. Делов-то. Поставил, кстати, хочу показать вам. Поставил карбоновую вершинку, полнотелую. Надо было, конечно, сразу это сделать. Думаю, такой кончик уже будет рыбе тяжеловато сломать. И наставил побольше разгрузочных колец. Вот одно, второе, третье. 3 разгрузочных кольца на вершинке. Так, все готово. Продолжаем дальше рыбачить. Ставьте, друзья, обязательно лайки за такую рыбалку. На второй точке тоже вижу пузырьки. Роечки. Прямо передо мной. Сейчас попробуем. Опустить туда. Вот там появляется. Опа. Может, это просто пузыри. А не ройка, непонятно. Как достал карпа, сделал вершинку на удочке, проплылся по закормленным точкам. Тишина пока. Поплыву сейчас, посмотрю в камышах, есть рыба или нет. Тут ходит кто-то, я думаю, амур. В камышах. Камыш туда-сюда шевелится. Ух ты, сразу поклевка. Стал только опускать. Вот кто тут ходит. Карась. Ха-ха. Я ловил здесь карася хорошего как-то. Есть видео. А, ты красавец. Хороший карась. Наверное, я все-таки воспользуюсь услугами подсака. Давай, дорогой. О, уже один раз кончик сломал, второй раз не хочу. Сейчас я вам покажу эту машину. Смотрите, какой красавчик. Ну,
клюнул на кукурузу. Вот вам и карась. Заплыл в камыш. Смотрю, камыш то там ходит, то там зашевелился, то там зашевелился камыш. Я стал опускать, и сразу поклевка. На опускании клюнул карась. Я уже думал опять или амур, или карп. А оказалось хорошенький карасик. И, кстати, я не прикармливал тут место в камышах. Но рыбка ходит и без прикормки. Вижу, друзья, вот торчит коряга. И возле нее только что была хорошая ройка. Карповая 100%. Поклевка была. Приподняло вверх. И кукурузы нету. Поклевка была не там, где точка закормленная, а рядом. Ну, в принципе, здесь все рядом. Здесь еще место хорошо тем, что даже если ветер будет сильный, поднимется, здесь будет тишина. Вокруг деревья. Отличное место. Прошло, друзья, где-то на полчаса. Плавал я тут рядом с точками закормленными. И вижу вдалеке, вот там, на первом моем месте, где я поймал карпа и где был сход амура, там есть ройка. Под самой вербой. Вижу. Опа. Есть. Есть карпуша. Ого. Да хорошая карпуша. Куда в корчи повел? Вообще неудобно. Сейчас мы тебя вытащим как-нибудь. Зацепился. Сейчас мы тебя под сак. Во! Фух, повезло. Повезло, что он не дернул никуда. Я думал, это амур, а это карп. Сейчас пообламываю. Все, что тут мешает мне. О, есть. Фу, вот это борьба. Вот это борьба была. Хорошенький. О. Сейчас я вам его покажу. Если смогу стоять. И потом его взвесим. Во! Карпуша. Красавчик. Ставьте, друзья, обязательно лайки. Так, сейчас взвесим. Опа! О! 5,5 килограмм. Как-то вот в прошлом году больше ловил на горох. В этом году решил попробовать на кукурузу. И, кстати, тоже неплохо получается. А вы видели, как мне повезло? Ну, зацепился шнуром за верхние ветки. Не те, которые под водой, а сверху. Крутанул лодку. Я вообще ничего не мог сделать.
Мне повезло, что он вот так вот повис головой кверху, голова была не в воде. Нахватался воздуха и подсак только класс и есть. Это мне фартануло конкретно. Он, кстати, вот здесь в этих кувшинках тоже стоит. Я как-то проплывал, когда только сюда заплывал, я шуганул одного из них. Ух. Только что прыгнул. Ну, как я и думал. Как только солнце пригрело, карп стоит в корягах, но он забивается аж туда в самую гущу коряг. А на прикормку не выходит. Подплываю к третьей точке. И вроде бы вижу ройку. Вот там почти под самым берегом. Может, это и не ройка, но попробую во всяком случае опустить туда наживку. Так, еще одна поклевка карпа. Клюнул. О, куда ты тянешь? Ой-ой-ой, хороший. Хороший карпик. Куда? Сейчас мы тебя. В подсак. Тихо. Хороший тоже. Хороший паренек. Опа. На кукурузку клюнул. О, есть. Фу. Опача. Тихо. Сейчас покажу вам его. Красавца. О, какой. Это карп, не сазан. Видите, какие бледные плавники. Красавчик. Это третья точка, где я только что поймал карпа. Там есть возможность забрасывать наживку, да, практически под самый берег. Берег обрывистый, но глубина там примерно вот такая. Сантиметров может 30, не больше. Подплыл к третьей точке, вижу. Вроде как ройка такая, совсем небольшая. Я думал сначала карась, может линь. Я когда вижу любые ройки, всегда опускаю. Там, пусть даже это будет черепаха, но проверить стоит. Опустил и сразу поклевка. Но снова меня подкачала видеокамера. Ну не подкачала, а я тупанул. Она у меня стоит в режиме ожидания. И при опускании наживки нужно было сразу нажать запись. А я не нажал, опустил наживку. И она в это время выключилась. Сразу поклевка. У меня было такое и в прошлый раз. Не получилось заснять и поклевку, но зато получилось поймать карпа. Подплыл снова к своей первой закормленной точке. И карп стоит вот там, вот почти под самым берегом. Но туда никак не забросишь наживку. Волны оттуда идут постоянно, он там крутится. Глубина, наверное, сантиметров, да, наверное, 20, не больше. Стою, жду, может же выйдет сюда поближе. Но пока не вижу никаких признаков. Нету ни роек, ничего. Стоит там в тени, прячется. Буду, друзья, понемногу собираться домой. А нету смысла плавать. Жарко. Поднялся ветер. Карп, да и вся остальная рыба позабивалась кто в камыши, кто в коряги туда, в самую гущу. Нету ни роек, ничего, вообще рыбы не видно.
Такое ощущение, как будто ее здесь на водоеме и не было. Но свою рыбу я сегодня поймал. Закармливал точки вареной кукурузой. И наживку, естественно, использовал тоже кукурузу, но кукурузу консервированную с запахом меда. Или со вкусом меда. Не знаю, как правильно. Все поклевки были в течение 3 часов. С 6 до 9. Ставьте, друзья, обязательно лайки, не забывайте. Пишите комментарии, спрашивайте, задавайте вопросы, всем отвечу. Делайте репосты видео. Встретимся на следующих рыбалках. Всем пока!